У какой системы неподвижных блоков при подъеме равных грузов КПД больше, если силы трения в каждом блоке одинаковы? Ответ обоснуйте. Ответ можно сразу сказать о том, что в этой системе КПД больше, потому что здесь меньше неподвижных блоков, и если тут силы трения у всех одинаковые, значит тогда работа на преодолении силы трения вот этих блоков здесь меньше, чем в первой системе. Это, так сказать, слова. Давайте обоснуем это в какой-то степени цифры. Подъем осуществляется на одну и ту же самую высоту, потому что здесь канат получается в блоках непрерывный, поэтому насколько мы подняли здесь, высокая сила и в одном и в другом случае одинаково. В подъеме здесь и США сила продвигается на точно такое расстояние. Давайте рассмотрим, каким образом формируется тогда здесь работа при подъеме вот этого груза. Сначала возьмем второй рисунок, здесь меньше блоков, такие же точно рассуждения перенесем на первый рисунок. Допустим, мы поднимаем этот груз весом P или массой N, без разницы, на какую-то высоту. Полезная работа здесь совершается какая? Полезная работа здесь будет mh. Мы подняли груз на высоту h. В этом месте работа при точке 1. А что она будет преодолевать? Во-первых, на подъем груза и плюс еще работу на преодоление силы трения, которая будет давать нам вот этот первый блок. Точки 1. Работа, которая будет выполнена, будет равна самому грузу mgh. И плюс еще работа силы трения первого блока. Сила трения первого блока. Здесь сила трения одинаковая, но энергия, которая произойдет на преодоление этой силы трения, обозначим ее работа трения. В этом месте точки 2. Как запишется работа? Это мы записали в точке 1. В точке 2 А2 будет равна чему? Работа силы. Вот это А1 и плюс еще работа, которая будет выполнена для того, чтобы преодолеть силу трения в этом блоке. А2 будет записано так, как А1 прибавить работу на выполнение силы трения. В точке 2. И в точке 3 работа, которая будет выполнена, будет равна чему? А2 работа. В точке А2 прибавить работа, которая будет выполнена на преодоление силы трения именно третьего блока. И таким образом, вот это общая работа. Если мы заменим это все подряд, что получается? Получается следующее. Вместо А2 подставляем сюда А2. И получается 1, давайте запишем. А3 равно А2. Это будет А1 плюс А3. Вместо А1 подставляем вот это значение. Опять же А3. И плюс еще А3. Вот здесь А3. Вместо А1 подставляем тогда вот это значение mgh. Тут уже 2 трения, видите, mgh плюс А3 и плюс еще А3. А3 с А3. А3 – полная работа, которая будет выполняться для того, чтобы поднять груз на высоту mgh будет равна mgh плюс 3 А3. Что собой представляет коэффициент полезного действия? Это полезная работа, деленная на всю работу mgh, делить на всю работу mgh плюс 3 А3. Давайте разделим все эти члены на mgh для того, чтобы получить коэффициент полезного действия во втором рисунке. Так это 2 будет равно. Делим все на mgh. Числитель у нас будет единичка, здесь будет единичка плюс 3 работы трения и делить на mgh. А теперь посмотрим, каким точным образом, если мы будем рассуждать, касается первой схемы, будет 5 блоков. Тогда у нас получается, что полная работа в данном случае, что касается первого рисунка, напишем так, это первый рисунок, а полная работа вот в этом месте будет равна чему? mgh плюс 5 работ, которые надо преодолеть силы трения, вот 1, 2, 3, 4, 5 блоков. И тогда полезная работа, тут же тоже mgh, и тогда это 1 равна чему? mgh делить на полную работу mgh плюс 5 работ на преодоление трения блоков. Разделим тоже на mgh, это 1, мы получим такое значение. Единичка делить на единицу плюс 5 работ трения делить на mgh. И теперь давайте посмотрим оба этих коэффициента полезного действия. Это 1 равно единице делить на единицу плюс 5 работ на преодоление трения каждого блока, 5 делить на mgh. И это 2 равно единице делить на единица плюс 3 работ трения делить на mgh. Какой из этих это всегда будет больше? Тут же знаменатель этот будет меньше, чем этот. Значит, получается, этот знаменатель будет больше. Мы можем сразу говорить, что m2 будет больше, чем это 1. Почему? Потому что больше энергии расходуется на преодоление большего количества блоков.